Это видео для Динары Тургызбаевой. Она является моей подписчицей, и у нее серьезная проблема. Это перелом таза. Она спрашивает, что можно делать для реабилитации, или можно ли начинать реабилитацию уже сейчас. Ну, а точнее, уже прошло 13 дней с момента этой неприятности. Что нужно сделать? Ну, первое, что нужно сделать, это показать мозгу, что нога в порядке. Также вам необходимо будет проделать упражнение из видео по реабилитации переломов. Подсказка должна будет выскочить здесь. Проделайте это упражнение. И также вам необходимо будет проделать следующую процедуру. Область перелома будете хлопать вот таким образом. Второй рукой будете хлопать противоположный височно-нижнечелюстной сустав. То есть повысите сигнал вот таким образом. Похлопайте и постучите между глаз. Далее ставите руки на височно-нижнечелюстной сустав. Можете захватить область затылка за ухом. А вторую руку ставите в область крестцово-подвздошного сустава вот таким образом. Проделайте это и проделайте упражнение на проводящие пути. Должно стать намного легче, заживление пойдет намного быстрее. Физические нагрузки на мышцы пока я вам не рекомендую, потому что если вы будете делать упражнения на мышцы с резинками или еще какие-либо упражнения, они больше создадут проблем, нежели приведут к терапевтическому какому-то эффекту. Соблюдайте мои рекомендации в течение хотя бы недели, и результаты не заставят себя ждать. Нам нужно задействовать определенные проводящие пути мозга, это спинноталамические и спинномозжечковые пути. Упражнения будут очень простые, но достаточно эффективными. Понятное дело, что там необходимо проработать болевые рецепторы, поработать с тканями, но на данный момент, в принципе, это не нужно, если показать телу, что у него есть мышцы, сухожилия и так далее, то, скорее всего, оно само скорректирует линии натяжения, ну и, в общем-то, создаст вот это вот более приятное заживление ткани. Ну, соответственно, болевых ощущений будет меньше, и быстрее человек начнет ходить. Начнем мы с простого упражнения. Нам понадобится вот простой мяч. Если вы не можете сидеть, то вы можете делать это упражнение лежа, адаптируйте его под лежачее положение. Давайте посмотрим, как это делать. Делать это упражнение без носков. Носки не нужны, потому что нужно, чтобы раздражалось рецепторное поле стопы, и поэтому вам лучше делать это дело без носков. Мяч лучше взять побольше, для того, чтобы вот этот вот момент прокатывания, он захватывал всю стопу, всю арку. Вам необходимо разделить стопу на 3 зоны. Это зона пальцев, зона свода стопы продольного и зона пятки. Что вы делаете? Начинаете с пальцев. Сначала вы делаете это с открытыми глазами, то есть вы смотрите на свою стопу. Перед этим постарайтесь место дисфункции, место перелома обхватить рукой, чтобы тело могло через сенсорный стимул руки считывать положение тех структур, которые задействованы в тазу. И мягко, спокойно, медленно переводите как бы ногой, не опуская ее, то есть нога лежит как бы на мяче, вот таким образом. Далее возвращаете, старайтесь сделать это именно областью пальцев. И вот такие перекатывания. Вы делаете раз 10, ну если сможете 10, если не сможете раз 5, 2 по 5, с промежутком отдыха для ноги не менее 2 минут. Потом закрываете глаза, и вот когда вы закрыли глаза, у вас выключается сенсорный проводящий путь с глазного анализатора, и у вас очень сильно начинает включаться проприорецептивный проводящий путь спинномозжечковый. То есть вы стараетесь каждым пальцем прочувствовать касание при провороте стопы, каждым пальцем почувствовать, как он коснется мяча. И постараться сделать так, чтобы нога с мяча не упала и мяч из-под вас не убежал. Вот примерно так.
Как видите, нога никуда не мотыляется, она делает мелкоамплитудное движение, потому что, в принципе, движение здесь на данный момент нежелательно, чтобы было более эффективное заживление тканей. Далее вы подбираете мяч ближе, опираетесь на этот мяч сводом стопы и делаете то же самое. Сначала с открытыми глазами смотрите на свою руку, на свою ногу. Далее закрываете глаза и стараетесь с закрытыми глазами прочувствовать, как происходит перекат по продольному своду. Чем медленнее, тем лучше. Аналогично, если вам тяжело делать, вы делаете 5 повторов, 2 минуты отдыха и опять 5 повторов. В принципе, данное упражнение можно сделать упражнением из 3-4 повторов, подходов по 5 повторений с промежутками отдыха между подходами около 2 минут. Можно больше, но меньше нежелательно. И далее переводите на пятку. То есть то же самое делаете пяткой. После того, как вы сделали это упражнение, соответственно, вы отдыхаете, даете ноге отдыхать, руки убираете. Желательно после этой работы проделать сухожильный рефлекс, постучать в сухожилие, чтобы произошла перезагрузка системы. Вот такое нехитрое упражнение. Далее переходим к более сложному упражнению. Вы берете любых 3 предмета. Желательно разных предметов. Я для примера взял вот эти. Ставите свою ногу на один предмет. Далее с открытыми глазами поднимаете ногу, переносите ее на второй предмет. Ощущаете его. Далее опять поднимаете ногу, переносите на третий предмет. Таким образом, вы очень медленно сделаете раза 3-4. Далее ставите ногу в исходное положение, закрываете глаза и стараетесь своей ногой на память, то есть у вас есть определенная мышечно-суставная память. Вы делали движение, вы примерно знаете, на какую длину вытянуть ногу, чтобы коснуться тем же местом того же предмета. То есть вы делаете вот примерно так, как будто бы ваш предмет должен оказаться под ногой, и опускаете ногу. Если вы не попали на предмет, значит спинномозжечковый путь некачественно передал информацию в мозг, и, соответственно, проприорецептивная память у вас неправильная. Значит, вам нужно его научить. То есть вы опять садитесь в исходное положение с открытым глазом, медленно поднимаете и опускаете. Поднимаете, убираете. Поднимаете, опускаете. И таким образом ваш мозжечок запоминает проделанную траекторию. И с закрытыми глазами вы должны сделать то же самое. Опять подняли, вытянули, опустили медленно. Вот, я попал тем же местом пальцем на тот же предмет. Далее, опять поднимаю и стараюсь передвинуть ногу на предмет, который был до него. Промахнулся. Это значит, что вот эта траектория моим мозжечком запомнена неправильно. То есть я неправильно оцениваю расстояние через проприорецепцию. Опять открытые глаза. Медленно-медленно переставил. С открытыми глазами. И вернулся в исходное положение. Закрыл глаза, вытянул ногу, попал на предмет, поднял ногу и стараюсь вспомнить, какое расстояние я проделывал. Опять не попал. Опять в исходное положение. Опять поднял, попал, поднял ногу, сместил. Уже ближе. То есть я уже попал вот этим местом. То есть и ваша задача одним и тем же местом попасть правильно хотя бы 3-4 раза. Далее берете, расслабляете ногу и делаете сухожильный рефлекс. То есть перезагружаете систему. Старайтесь на момент упражнения руки держать на месте повреждения, то есть там, где был перелом.
В общем, вот таких два нехитрых упражнения для наработки спинномозжечкового пути Здесь задействуется несколько проводящих путей: спинноталамический, путь сенсорной чувствительности и путь мышечно-суставного чувства, спинномозжечковый путь. И также задействуется зрительный анализатор, путь зрительного пути, анализатор осознанного проводящего пути, пирамидного. Ну и, соответственно, вы делаете это на все предметы, которые положены. Больше 3 не берите, потому что тяжело будет, запутаетесь. И есть еще одно упражнение, которое вам необходимо проделать. У меня оно, в принципе, есть в курсе по рефлекторной гимнастике. Можете зайти на этот плейлист, полистать, какие там есть упражнения. Но оно очень простое. То есть вы должны научить свою ногу качественно работать. Сначала пальцы, потом стопа. Пальцы вверх, стопа наверх. Пальцы вниз, стопа вниз. Пальцы вверх, стопа вверх. Пальцы вниз, стопа вниз. Далее, что вы делаете? Вы сгибаете пальцы наверх, а ногу поворачиваете как бы внутрь. Далее сгибаете вниз, наружу и от себя и наружу. Как бы по диагонали. После чего берете, делаете то же самое, но по другой диагонали. Вот это упражнение позволит вам наладить правильно проводящие пути спинного и головного мозга для ноги, и уже тело сможет ее более качественно контролировать. Эти движения, каждое, оно должно быть медленным и осознанным, и не меньше 20-30 повторений должно. То есть вы будете обучать по большому счету свою ногу заново. Поэтому минимум 3 подхода по 10-15 повторений, до 20 повторений. Ну и отдых между подходами, соответственно, будет где-то порядка 10 минут. Почему? Потому что пока так сделаете, нога очень быстро может устать. Может появиться отечность из-за того, что мышцы будут активно включаться в работу. Если вы посмотрели это видео, у вас есть какие-то проблемы, я вам расскажу то же самое, что рассказал в Инстаграме. Личные приемы я сейчас не веду, но вы всегда можете писать в комментариях свои случаи, описывать качественно. Качественно это как? Я такая-то, такая-то, у меня такая-то, такая-то проблема, у меня есть операции или нет операции, есть пломбы или импланты, у меня были травмы, падения, растяжения и так далее, и так далее. Я просто рандомно выбираю случаи моих подписчиков, связываемся каким-либо образом, беру описательные характеристики еще более подробные, и буду делать видео под ваши запросы. Поэтому жду вас на канале. Добрый день, дорогие друзья!